Этим летом я практически ничего не покупала, но те находки, которые у меня все-таки случились, я их использовала каждый день. Одна мне заменила сразу несколько средств для макияжа. Другая помогла оставаться активной даже в такую невыносимую жару, которая у нас здесь была в Сербии. А третья даже для меня стала неожиданностью. Сегодня я хочу с вами поделиться 9 вещами, материальными и нет, которые стали для меня фаворитами этого лета, и они со стопроцентной уверенностью остаются в моей жизни до конца этого года. Первый мой фаворит, самый главный, это ходьба. У нас есть дорожка, которая этим летом для меня лично стала спасательным кругом. И несмотря на то, что этой дорожке уже полгода, я все равно ставлю ее в фавориты именно лето, потому что, мне кажется, именно за эти 3 месяца я ее использовала просто на максимум. Это как раз-таки то, что позволяет мне быть в движении перманентно, даже не выходя из дома. Я сейчас опущу тот факт, что ходьба на улице и ходьба на дорожке, она отличается, физиологически отличается, там по каким-то бенефитам для организма тоже отличается, но для меня это все-таки лучше, чем не двигаться вообще. И я хожу на дорожке раза 3 в день, это точно. После каждого приема пищи как минимум. Ну и дополнительно я могу еще нахаживать свои 10 000 шагов, если я вдруг это не сделала в течение дня. И так как я человек с опытом похудения, я, конечно же, хочу удержать тот вес, который у меня сейчас есть, возможно, даже его еще чуть-чуть снизить. Мне просто необходимо постоянно двигаться, чтобы чувствовать себя всегда в тонусе. Поэтому это, безусловно, самое первое место я отдаю своей дорожке. Второй мой фаворит — это тинты и румяна. Это как раз-таки та категория косметики, которая для меня заменила 3 продукта в макияже. Это что-то для губ, это что-то для век в качестве теней, ну и, конечно же, и румяна. У меня есть 2 моих фаворита, это румяна от Rare Beauty. Я очень хотела конкретно эти румяна, конкретно этого оттенка, и, на мой взгляд, они мне просто потрясающе подходят. Я их использую просто для того, чтобы делать мономакияж. И второй мой фаворит — это тинт от Kiko. Знаете, как вот эти вот тинты от различных корейских брендов есть? Kiko, они пытались повторить что-то корейское, но все-таки, на мой взгляд, их органолептика немножко отличается, он не так классно ложится на губы, но использовать его в качестве румян, использовать его в качестве теней для глаз и иногда очень тонким слоем наносить на губы очень классно смотрится, прям так освежается лицо, я в полнейшем восторге. Как вы поняли, этот список полнейший восторг, потому что я здесь буду рассказывать именно о том, что на меня произвело наибольшее впечатление, чем я действительно пользуюсь. Бесполезных покупок здесь просто не будет. Так что оставайтесь дальше. Маска для волос. Вот эта вот японская маска для волос, она была еще весной очень виральной. Ее использовали все. Но я, конечно же, что? Я жертва маркетинга. И если мне кто-то будет месяцами говорить, что это самое лучшее, что случалось с их волосами, кожей, телом, я рано или поздно это попробую. Эта маска не стала исключением. Она что-то непонятное делает с моими волосами. Я, конечно, закидывала в Gemini состав, говорила: сделай мне, пожалуйста, анализ, почему она так классно работает на волосах, что туда добавили. Там действительно очень классный состав, он достаточно богат на различные витамины, она там глубоко проникает в волосы. Я ее использую не так часто, потому что она достаточно дорогая, и я стараюсь ее прям дозированно раз в неделю хотя бы использовать, но не чаще. И этого достаточно даже, потому что я чувствую, насколько мои волосы стали мягче, чем они были. Самое классное, что она делает, она убирает весь вот этот вот пух пористых волос. И второй ее плюс, она полностью убирает спутанность волос. Так как у меня андрогенная аллопеция, и у меня волосы достаточно истончились за последнее время, они у меня начали путаться очень сильно. И вот эта маска, она просто убирает всю эту проблему. Даже на ветру мои волосы перестали путаться. Четвертый мой фаворит — это расческа Hair Max. Я очень давно хотела эту расческу. В чем прикол этой расчески? В ней специальные лазеры, которые approved, так сказать, одобрены полностью докмедсообществом. Эта расческа направлена на борьбу с истончением и выпадением волос. Она действительно имеет доказанную базу в лечении андрогенной аллопеции, но, конечно же, это накопительный эффект. Этот эффект становится заметным через 3-4 месяца. Я еще не так долго ею пользуюсь, но просто сам факт того, что я очень хотела эту расческу, я прям была супер excited по поводу
поводу ее приобретения. Я наконец-таки ее купила. Просто я искренне верю, что она мне поможет, даже если это будет эффект плацебо, что вряд ли. Она наравне с миноксидилом считается очень классным стимулятором, поэтому буду продолжать пользоваться, но сейчас вот использую ее 3 раза в неделю. Мне очень нравится вот этот факт, то, что я забочусь о себе через подобного рода вещи, что я включаю эту расческу, держу ее 15 минут на разных областях головы. Просто потрясающее чувство. 5-й мой фаворит, вы его видите на мне прямо сейчас, это моя челка. У меня уже были челки, я последние 2 года, знаете, такие абьюзивные отношения имела с челками, то я их отрезала, мне нравилось, то мне не нравилось, я их снова отращивала. Но сейчас я целиком и полностью решила, что челка это мое. Мне кажется, мне она очень идет, она как-то, не знаю, ну, как-то она мне идет. Что вы думаете? Вот напишите об этом в комментариях. Мне идет челка? Потому что мне кажется, что да. Я себя чувствую с челкой гораздо лучше и симпатичнее, чем без челки, и мне кажется, что это самое главное. И, наконец-таки, я пришла к вот этому вот осознанию, что для того, чтобы иметь челку или иметь какую-то определенную прическу, тебе нужно до этого прям реально дорасти, дозреть. И прежде чем это сделать, тебе нужно попробовать разное и понять, как тебе наиболее комфортно. 6-й мой фаворит — это штаны из Зары. Это очень странный фаворит, я согласна, но у меня, наверное, никогда не было настолько классных штанов, из которых я бы не хотела вылезать. Да, они сделаны таким образом, что когда ты их долго носишь, ну, например, 2 или 3 раза подряд, на коленках они растягиваются. Но мне так нравится этот вайб. И мне нравится, как они на мне сидят, мне нравится их цвет, мне нравится, какие у них карманы и вообще все, что в них есть, мне все это нравится. 7-й мой фаворит — это увлажняющий тоник для лица от фирмы Geek and Gorgeous. Я сразу скажу, что я живу в Сербии, я покупала этот тоник в магазине DM. И вот этот тоник, он содержит натуральный увлажняющий фактор, он содержит в себе пантенол, и это обалденное средство, я покупаю уже его несколько раз подряд. Оно, во-первых, совершенно не комедогенное. У меня кожа лица склонная к прыщам, я лечилась системными ретиноидами, и вот каждый раз, конечно, когда я ввожу что-то новое в свой уход, мне немножко страшно, что меня обсыпет. Но конкретно вот косметика от этого бренда, у меня очень много средств от этого бренда, мне очень они нравятся, и ни одно из них не дает мне нежелательную реакцию. Конкретно этот тоник, он не только увлажняет, но и восстанавливает кожный барьер, мне это необходимо как человеку, который использует активы и утром, и вечером. 8-й мой фаворит, и это как раз-таки тот фаворит, который стал даже для меня неожиданностью. Это книга «Поющие в терновнике». Я совершенно случайно ее прочитала. Скажем так, я вообще в целом случайно начала читать книги, потому что я не то чтобы любитель читать, но этим летом что-то во мне изменилось. И вот, значит, у меня возникла идея фикс, что я должна купить себе Kindle. Но прежде чем покупать такой дорогостоящий продукт, девайс, я решила, что мне нужно сначала потестировать, может быть, взять у кого-то Kindle и попробовать почитать, посмотреть, как мне вообще будет удобно или неудобно, может быть, я не захочу им пользоваться. Я нашла человека, кто мне одолжил Kindle, и на нем была эта книга «Поющие в терновнике». Почему я так удивлена, и для меня это стало неожиданностью, потому что во-первых, я не читающий человек в целом, во-вторых, я не читающий человек, художественную литературу я не читаю просто. Ну вот оно как-то все мимо меня прошло, и мне было не особо интересно. Но тут, как я начала читать эту книгу, я не смогла остановиться. Она достаточно большая такая, то есть если представить, что это прям книга, ну там 400, около 500 страниц, толстенькая такая. Еще и шрифт там у нее достаточно маленький. Я ее прочла за 6 дней. Я не могла оторваться. Я читала ее, где бы я ни находилась. Я брала с собой Kindle и читала. Я до сих пор не отошла от вот этого похмелья книжного. Конкретно от этой книги. У меня, знаете, флешбеки вьетнамские всплывают, когда я могу заниматься какими-то своими делами, я просто думаю о какой-то сцене, которую я прочитала и провизуализировала себе. Я не хочу никому ничего спойлерить. Почитайте просто. Она потрясающая. Может быть, она просто случайно произвела на меня впечатление. Я в шоке, что мне понравилась эта книга, что мне понравилась художественная литература. Вы можете себе представить? Я нет.
абсолютный фаворит, и я уверена, что ее можно будет даже перечитывать время от времени. Насколько бывает несправедливая судьба. Ну, знаете, люди тоже иногда виноваты сами, как в этой книге. Так что давайте, почитайте, и я так еще недолго, и я создам книжный клуб. И 9-й мой фаворит, самый главный, самый важный. Это отношения с самой собой. Я не думала, что я буду включать этот пункт в данный список, но мне захотелось, конечно же, сказать о том, насколько я себя стала чувствовать иначе, знать себя лучше с точки зрения минимализма, с точки зрения вещей, которые мне необходимы, и в целом, как это лето меня изменило внутренне. Вообще, я уверена, что это побочный эффект каждого нового года в вашей жизни, когда вы становитесь старше, вы в целом как бы примиряетесь с собой, вы себя лучше узнаете с каждым годом, вы лучше понимаете свои границы, и вообще вы становитесь лучше, мудрее, смешнее, класснее. Но вот это вот лето, оно стало для меня каким-то особенным. И я для себя поотвечала на очень многие вопросы внутренние. Я для себя очень много поставила точек над и в целом я бы сказала, что мне стало с собой жить этим летом еще более комфортно, чем когда-либо. На этой доброй и, возможно, нетипичной ноте для видео «Фавориты моего лета» я заканчиваю это видео. Если для вас было что-то полезно, если вы узнали что-то новое, захотели что-то попробовать или уже пробовали, расскажите мне об этом в комментариях. Ну и если хотите поделиться своими собственными фаворитами лета, тоже обязательно пишите. Мне, как всегда, интересно читать всю вашу обратную связь. Всем большое спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующем видео.